Привет, ребята! В этом выпуске я расскажу об очень загадочных пещерах Лунью, созданных более 2000 лет назад. О них нет никаких исторических записей. В 1992 году их обнаружили китайские фермеры. Я считаю, что эти пещеры были созданы при помощи машин, древней развитой цивилизации. В этом видео я остановлюсь на огромных ступенях пещеры и на интересных следах от инструментов. Пещеры Лунью расположены недалеко от деревни в провинции Чжэцзян, в Южном Китае. Это обширный и великолепный мир. К настоящему времени обнаружено 45 пещер и раскопано 36. Это один из крупнейших подземных раскопов, в ходе которого было извлечено почти 1 000 000 кубометров камня. А это около 42% объема Великой пирамиды в Гизе. Пещеры Лунью не единственная такая пещерная система. Есть еще одно место, похожее на пещеры Лунью. Они находятся в 26 милях и могут быть даже больше. Эти две пещерные системы имеют одинаковые отметки инструмента со схожими характеристиками. Почему эти пещеры не были обнаружены раньше? Позвольте мне показать вам, как они выглядят с уровня земли. Этот небольшой пруд – это и есть вход в пещеру. Не правда ли, что это хорошая маскировка? Единственная подсказка, которая дала понять, что здесь находится – это резко вырезанный столб. Эти пещеры были заполнены водой и оставались скрытыми в течение 1000 лет, пока не появились современные насосы, чтобы осушить их. В некоторых пещерах Лунью на дне на глубине 5-8 метров все еще есть много грязи. Как только вся эта грязь будет удалена, кто знает, что еще предстоит нам найти. Пещеры Лунью огромны. Средняя площадь пола пещеры составляет более 1000 квадратных метров, что соответствует размеру поля для американского футбола. Пещеры имеют высоту до 30 метров. Это примерно 10-этажное здание. Общая площадь помещений превышает 30 000 квадратных метров. Это поистине невероятное сооружение. И нет никаких свидетельств того, куда ушло огромное количество выбранного камня. И нет следов жилищ рабочих, которые производили эти грандиозные выработки. Все пещеры сохранили свою структурную и целостность не менее 2000 лет. И они не взаимосвязаны. Вот схема, показывающая, как выглядит пещера. С помощью современного оборудования мы узнали, что вся конструкция чрезвычайно точна и хорошо спланирована. Пещеры находятся рядом и в непосредственной близости друг от друга. Некоторые пещеры расположены одна над другой, а многие пещеры в основном расположены по соседству. Толщина соседних стен не одинакова. Она варьируется от стены к стене. Самые тонкие стены имеют толщину в полметра или 1,6 фута. Я показываю трехмерный план пещеры. Как строители достигли такой точности более 2000 лет назад? Как это удавалось древним людям и для чего служили эти замысловатые пещеры? И для чего использовались затопленные прямоугольные отверстия в полу? Обустройство этих пещер потребовало бы инженерных знаний, аналогичных сегодняшним технологиям. Например, дистанционного зондирования, которое позволяет нам видеть сквозь густые леса. Здесь я хочу прояснить две вещи. Во-первых, рельефы на стенах и столбах не оригинальны. К сожалению, после 1992 года местные жители сделали их из цемента, как туристические достопримечательности. Жаль, что они повредили оригинальную отделку. Второе – это арочные туннели, соединяющие пещеры. К сожалению, это новинка, сделанная местными жителями для туристов. Следы инструментов в туннелях были сфабрикованы местными жителями, чтобы они соответствовали оригинальным следам. Эксперты со всего мира были сбиты с толку сложностью и точностью пещер Лунью, что вызвало множество вопросов, на которые никто не смог ответить. Кто построил пещеры Лунью? Какая технология использовалась при их строительстве? Как строители вывозили и перевезли тонны высеченной породы?
Все согласны с тем, что тот, кто построил пещеры Лангью, обладал передовыми знаниями, сопоставимыми с современными технологиями. Один из самых интересных и сложных вопросов, как изначально были построены эти пещеры. Сегодня я высказываю свою гипотезу, сосредотачиваясь на двух предметах: следах от инструментов и увеличенной лестнице. Каждая пещера покрыта от пола до потолка одинаковыми интригующими следами инструментов. Это серия параллельных полос шириной около 60 сантиметров или 2 фута. Такой масштаб работы потребовал бы огромных человеческих ресурсов и, вероятно, десятилетий. В предыдущем видео я объяснила, почему неправдоподобно полагать, что эти крупномасштабные каменные работы были сделаны ручными инструментами, такими как зубило и кирка. Древние памятники, такие как Яншань, Баальбек и Петра, показывают следы инструментов, которым тысячи лет, и которые соответствуют следам от современных машин. Подсказка на это видео в правом верхнем углу экрана. Теперь я хочу сравнить следы Лунью со следами сегодняшних машин. Здесь я сравниваю соляную шахту 19-20 веков на Украине с пещерами Лангью. Видите, насколько похожи параллельные слои следов? Вот еще одно сравнение той же соляной шахты. Теперь я сравниваю следы инструментов, оставленные современными роторными фрезами, с отметками на пещерах Лангью. Следы, оставленные горными машинами, очень похожи на следы инструментов, которые мы видим в пещерах Лунью. Кроме того, следы инструментов пещер Лунью имеют схожие черты с другими древними памятниками как по единообразию, так и по масштабу строительства. Эти точные отметки не могли быть сделаны ручными инструментами и явно напоминают машинные отметки. Даже если бы вы просто рисовали эти отметины на стенах, они не были бы такими же последовательными, не говоря уже о том, чтобы вырезать их вручную на песчанике. Вот видео, показывающее, как работает подобная машина. Мы видим, что на готовых участках есть отметки, очень похожие на пещеры Лунью. Я считаю, что пещера Лунью – еще один пример древней каменной работы, сделанной машинами. Теперь поговорим о лестнице. Чтобы войти в пещеру, нам нужно пройти через квадратный проем в земле площадью примерно в 20 квадратных метров. Между проемом и верхней лестничной площадкой есть большой перепад высоты – около 4-5 метров. Для человека это будет очень сложная задача. Возможно, когда-то использовались деревянные или металлические лестницы, но таких доказательств не было найдено. Оригинальные пещерные лестницы также не такие, как сегодняшние лестницы, которые мы используем. Лестница в пещеру негабаритная. Средняя высота ступени 60 сантиметров. Это в 3,5 раза больше, чем современный лестничный подъем. Ступени не плоские, а наклонные и довольно крутые. Может быть, они были построены таким образом, чтобы помогать раскапывать скалы. Поскольку я предполагаю, что пещеры были построены с помощью машин, то входы в пещеры и лестницы, возможно, были построены не только для людей, но и для их большой экскаваторной техники. Может ли огромная лестница означать, что древние люди, построившие и использовавшие пещеры Лунью, были в 3 раза выше, чем в среднем современные люди? Возможно, в будущем видео я смогу исследовать эту теорию или фантазию о том, существовали ли когда-то древние гиганты высотой 5 и более метров. Мы не сможем ответить на вопрос, как были построены эти невероятные пещеры, если ограничимся предположением, что они были сделаны ручными инструментами и ручным трудом 2000 лет назад. Если мы заглянем дальше, чем на 6000 лет назад, остается реальная возможность того, что развитые цивилизации существовали и использовали технологии, утраченные со временем. Мы должны открыть свой разум и подумать о том, что доисторические цивилизации использовали сложную технику для строительства этих необъяснимых великих мест, таких как пещеры Лунью и памятник Яншань.
Расширяя наш мыслительный процесс, мы адаптируем наш образ мышления и разрываем цепи, которые мешают нам расшифровать, какие технологии могли существовать в далеком прошлом. Часто тайны остаются окутанными облаками невежества и страха, потому что исследователи отказываются мыслить нестандартно. В моем следующем видео я расскажу о других загадочных темах, связанных с пещерами Лангью. Например, зачем внутри глубокие затопленные ямы. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.